Всем, ребята, здорово! Сегодня будем разговаривать про donation бары. На многих ресурсах вижу, донатных площадках, точнее, вот эти настройки donation баров, и меня как творческого человека зачастую не устраивают те варианты, которые там предлагаются. Либо хочется чуть как-то масштабнее, или под свой стрим сделать, да, не просто цвет поменять, или тень дать там, да, или обводочку добавить, или градиент. Вот, это, собственно, все, что предлагают другие платформы. Но что-то сделать эдакое такое, например, в форме воды, или в форме огня, или еще какие-то эффекты. Я вам некоторые примеры сегодня покажу. Вот, и в ходе своей деятельности, да, я делал уже не один donation бар, несколько видосов у меня есть на канале. Я сделал эти donation бары, и каждому приходилось отдельно управлялку делать с настройками и прочим. И так как я заленился это каждый раз делать, я сделал универсальную штуку, которая подойдет любому и развяжет руки вам в плане творчества. В общем, ну, как будто бы я вам руки кисть даю, да, условно, чтобы пофантазировать, поэкспериментировать с фильтрами, с источниками и так далее, с видосами, может быть. Вот, надеюсь, вам понравится, вдохновит, и вы сделаете себе классный donation бар, который будет у вас на стриме собирать и радовать зрителей. Вот, и ничего не упустите. А главное, эта штука работает со всеми донатными платформами, которые вы можете подключить в мини-чат. Вот, если не знаете, как это работает, видос тоже на канале есть. Поэтому переходите, смотрите, а потом сюда, может быть, возвращайтесь или посмотрите это, а потом туда. Вот, значит, не будем долго затягивать. Погнали смотреть, что там по итогу я натворил. Значит, вот такой у меня OBS. Тут немного пресетов я сохранил для демонстрации вам, ну, приблизительных возможностей. Поэтому вот сделал, значит, несколько сцен, которые необходимы для работы. Именно в структуре должна быть сцена с donation баром, может быть картинка или что, и сцена с текстом. Вот, две сцены. Значит, какая структура? Вот я просто сделал сцену вид полоски. Здесь можно загружать сюда для удобства, да, отдельную сцену. Тут можно гифки всякие, видео и прочее. То есть составлять здесь вид вашего донат-бара, который будет двигаться, выставлять. Я здесь сделал градиент и подрезал его. Вот у меня на весь экран был, я вот так его подрезал. Значит, дальше здесь сцена движения полоски. Сюда мы добавляем вид полоски. Можно прям сразу сюда лепить картинку или видео, если у вас прям заготовленный какой-нибудь червячок, да, который вот так вот анимацию делать ползет, да. Например, вот она будет двигаться вот так, слева направо, до сюда доходить и возвращаться или не возвращаться назад. В общем, вот такие по полоске, значит, истории. Текстовая сцена. Здесь у нас несколько элементов. Элемент названия самой полоски, да, там, ну, на что собираете. Иногда надо, иногда какие-то комментарии. Вот, можно, естественно, все это настраивать как хотите. Любой шрифт какой угодно, да, там, цвет, градиент, и маски, анимации и прочее. Вот это все фильтрами можно крутить. Дальше сумма сбора, это сколько сумму мы собираем, собранная сумма, это сколько мы уже собрали, процент относительно, да, суммы сбора. И множитель его сейчас не видно, это сколько раз мы достигли 100%, это для двух типов donation баров, я чуть попозже о них расскажу. Вот. И все собираете на одной сцене, текст отдельно, движение полоски отдельно, чтобы все правильно было. Вот. И уже вот эти две сцены, собранный вот донат-бар у меня, например, да, собираете ставите себе на сцену со стримом, в любой уголок там, куда хотите. Ну, поняли, что делать. Вот. Дальше идем непосредственно смотреть то, что я создал. Открываем StreamerBot. Скачивайте то, что нужно скачать. Где скачать, я скажу чуть позже. И у вас появятся вот такие 4 экшена с кучей кода. Вот. И, значит, здесь можно эти экшены запускать либо по тест-триггер правой кнопкой, тест-триггер, либо поставить на кнопку Stream Deck. Я потом буду позже запускать именно с кнопки, поставить либо хоткей, либо команду в чате отправлять, неважно,
ваш способ действия. Самое главное запомнить, что данная штука работает со всеми донатными платформами, да. Запускаем это. Иногда запускается в фоне. Вот, ждем. Значит, рассказываю по функционалу окошка. Русский язык можно поменять на английский. Полностью все менюшки переведены на английский язык. Здесь сцены, естественно, у меня по-русски, потому что англоязычные стримеры будут сцены называть по-русски. Ой, по-английски, не по-русски, естественно. Можно поставить темную или светлую тему. Вот. В следующем своем труде я уже сделал несколько цветовых расцветок. Дальше есть пресеты настроек. Это на случай, если нам нужны. У нас есть несколько донат-баров под разные случаи, разные стилистики, может под настроение какое-то, и мы хотим между ними переключаться. Здесь вот несколько наборов, запоминает полностью все окно. Вот, дальше по окну расскажу. Здесь мы выбираем сцену источника текста. Вот эту точнее. Где у нас все тексты находятся. Поэтому я говорю, что тексты надо на отдельной сцене, чтобы не нагромождать. Принципиальной разницы нету, поэтому я сделал все, чтобы тексты были на одной сцене. Если какой-то текст не надо, просто его уводите, либо выключаете, либо уводите за пределы экрана. Дальше выбираете источник текста. Вот в нашем случае текст на полоске, да, вот здесь сцена текста. Текст на полоске, потом процент вы подключаете, да, вот он подтягивает все это дело. Ну вот смотрите, поменял текст на полоске, вот поменял сцена стрима. Вот и здесь у меня уже, видите, другие. Вот поэтому берем текст сцена и по новой подключаем. Но в моем случае у меня есть пресет, поэтому я вот так перевыберу пресет, и у меня уже все есть. Значит, и подключаете вот эти источники. Источники можно отсюда прямо включать-выключать. Вот, например, у нас цель сбора. Вот, выключаем. Или шаг. Ну, шага нету, поэтому он не выключается. Вот фраза, да, на полоске. Вот, таким образом, вкл-выкл. Дальше идем, вернемся сюда. Вот, идем дальше. Текст до. Это то, что, естественно, в текстовый источник у нас вписывается только сумма, только число, процент, точнее, да, там, или количество достижения 100% шаг. Вот, текст до мы захотим, например, написать, не подставляя, да, отдельное текстовое поле, прямо сюда хотим вписать сумму, например, собрано, или цель, там, цель собрать, потом ставим пробел, вот пробел, и столько-то рублей пишет, ну, число, вы здесь число не пишете, а текст после пишите рублей, ну и с пробелом, естественно, вот галочка пробел. Почему галочкой пробел? Потому что если я в стримерботе вот так сделаю, точнее здесь напишу вот так, то он потом стирает вот эти все пробелы, и имитировать вот это количество отсутствующих пробелов довольно сложно, поэтому я вот такой выбор сделал, галочкой просто пробел до вот этого слова. Вот, исчезание и вкл. То есть можно включить исчезание, будет исчезать, когда меняется число. В любое изменение числа оно будет меняться, исчезает, меняется, появляется. Можно задать красивую анимацию исчезания и появления. Их в OBS встроенных очень много различных. Вот, и можно сделать красиво, да, там обновление, например, собранной суммы. Там она плавно исчезла, там поменялась и плавно появилась. Или вдаль ушла, там поменялась и издали увеличилась опять. Вот. А если еще задать кривые, будет по кривой вылетать. Красиво, красиво. Вот. Все на вашу, как говорится, фантазию. Творите OBS-ки. Ну, пользуюсь моими уроками, да, которых на канале пока достаточно, я думаю, но буду выпускать еще. Дальше источник движения полоски. Это мы выбираем сцену движения полоски. Вот это куда мы разместили сам вид полоски. И здесь указываем вот эту сцену, добавили, на которой, собственно, внешний вид полоски. Вот, и собрано у нас уже здесь. Здесь разрешение. Здесь мы включим, чтобы зелененько было.
Разрешение холста. Разный холст у всех у нас. У кого-то 2К, у кого-то 4К, у кого-то вообще нестандартный, ноутбучный или широкоформатный монитор. Вот, правой кнопкой смотрите, важно не монитор, а именно холста. Правой кнопкой масштаб предпросмотра холст смотрите, либо файл настройки и там видео вкладка, там посмотрите, какое у вас разрешение стоит, и сюда его либо вбиваете, либо вот я пресеты уже готовые сделал под самые популярные. Вот, ну, популярные самые два вот этих, а еще самый популярный вообще в целом первый. Вот, поэтому, скорее всего, у нас по умолчанию будет уже установлен. И жмем «Применить и закрыть». Про эту опцию чуть позже расскажу. И у нас, если все правильно, полоска уползет влево. Вот, полоска уползла влево, это значит, все мы подключили правильно. И теперь перейдем к следующему окну. Это настройка значений, где мы выставляем максимальную сумму, шаг, например, да, и вот эти все. И, собственно, с суммами работаем. Тоже сохраняется раскладка русская, английская, тема сохраняется, темная, светлая. И здесь мы указываем сумму сбора, сколько хотим собрать, стартовую сумму, например, там может быть где-то что-то вы там кому-то обещали стартануть, или кто-то вам закинул, вы решили, включу тогда донат-бар на сбор. Вот, можно указать стартовую сумму, сразу будет сумма какая-то. Вот, например, 10 вот жму, сохранить. Вот, 20 поменялось, полосочка добавилась. Ниже находится поле добавления или убавления суммы. Например, вам пришел донат на карту или не засчитала отвалилась донатная платформа от мини-чата, но вы видите, что в виджете пришел донат и хотите добавить эту сумму в полоску. Для этого это и существует. Например, у вас собрана сумма 12 756, да, и вы хотите добавить там 13 500 или 13 551 и не хотите считать в уме никак, вообще просто открыли менюшку, добавили там, нажали, вот я 30 сделаю и нажму применить, вот добавилось 80%. Почему-то собранная сумма у нас не меняется. А собранная сумма не меняется, потому что я здесь неправильный пресет сохранил. Пресет можно сохранять, перезаписывать, новый создавать. Здесь существующий, либо жмете «Да», перезаписать. Все. Сохранить, применить. Все, теперь сумма будет корректно отображаться. Вот 40. Проверяем. Добавим 5. Вот 45, 90%. Также можно убавить сумму. Например, 40 убавим. Это на случай, если вы вдруг нечаянно как-то получили 2 доната, у вас зарегистрировал, да, ошибка какая-то, или случайно куда-то не туда тыкнули, повтор, там, не знаю, сделали доната, и у вас много засчиталось полоску. То есть подкорректировать сумму можно любым способом удобным. Дальше, значит, идем. Тип донат-бара. Здесь классический, по достижению 100%. Он начинает просто увеличивать проценты, собранную сумму. Так, я убавил, да? Вот, должно быть сколько? 1000%. Правильно? 500, 1000%. Вот. Полоска остается на 100% заполнения. Шаговый донат-бар. Сейчас убавим. Шаговый донат-бар. Это есть два типа: с обнулением суммы достижения цели или без обнуления. И обнуление суммы происходит при достижении 100%. Или увеличение суммы. То есть без обнуления она просто увеличивается. Например, вы там 50 рублей собираете, ладно, 5000 поставлю, например, 5000 собираете, и по достижении 5000 у вас должен увеличиваться donation bar, сумма сбора, но должна оставаться отметка о том, что эта сумма была достигнута. Такая возможность предоставляется в виде шага, он же множитель достигнутой суммы. Вот, как это выглядит? Примерно вот так. То есть мы для вот этого без обнуления 5000, например, и на 5000 увеличится, когда мы 5000 достигнем. Вот, сделаем 5000, там 100. Жмем применить. Вот, 100% достигает.
Да, и дальше вот увеличивается еще на 100. Теперь 10 тысяч. Естественно, она не обнуляется сумма, она остается половинка, да, и 100 добавляется, получается 1%. И вот количество множителей сколько достигло раз. Например, вы что-то, какие-то активности хотите к этому привязать и не пропустить данный момент. Дальше с обнулением. Обычно это мелкие. В данном случае ребята используют частенько такую опцию на РГГ. Если кто не в курсе, погуглите. Вот, например, 300-300. Вот, ну, там классическая такая схема. Жмем «Сохранить». Вот, и, например, кидаю там 975. Применить. Раз достигла. 2 достигла. И вот на 3-й раз остановилась. Каждый раз увеличивается на плюс 300. Плюс 300, плюс 300. И вот получается такое число. И видим, сколько раз достигла. Дальше текст — это то, что мы подписываем. Можно там, ну вот, например, да, можно сохранить текст пресет, будет привязан к пресету донат-бара, чтобы не для всех донат-баров. Там у нас, например, один вертикальный, второй горизонтальный. И, естественно, расположение текста по-другому будет. Поэтому внимательно смотрите и применяйте. Либо сохранять, либо не сохранять. Не сохраните, будет для всех одинаковый. Вот, в моем случае возьму «Сохраню». Пишет прям вот «Сохранен в какой пресет». Донат-бар, «Сохранить» жму. И появятся восклицательные знаки. Вот появились. И вот такая настройка. То есть специально отдельное меню по настройке именно цифр и того, что отображается. Сброс значений, естественно, сбрасывает все значения на 0, убирает чистит все поля, так скажем. Следующий вариант. Если вам неохота создавать какие-то сцены и прочее, у меня заготовлен готовый вариант для вас. Для, так скажем, базу вам дам для вашего творчества, чтобы вы сами как-то могли подкастомизировать и так далее. Это вызывается кнопкой вот этой «Создать донат-бар». При желании можно сделать уведомление о том, что вы создали донат-бар на Твиче. Уведомление. Но для этого у вас в стримерботе должно быть подключен ваш аккаунт Twitch. Жмем «Создать донат-бар». Пишет, что презет и полная структура созданы. Вот если открыть, вот сюда я поместил в папку сразу. Создались. Жмем ОК. Вот видите, донат-бар. Пресет создается под это дело. Сейчас я нажму ОК, он появится. Вписываются все в поля сразу эти донат-бары. Необходимые, да, текстовые. И, собственно, на этом все. И готовые. И жмем ОК. Получаем сообщение на Twitch. Видим, что создался пресет. И вот эти все настройки вписаны. Единственное, что нам добавить, да, надо, например, текст после процент и текст до этого шага, например, текст до x. Все, жмем применить и идем смотреть, что получилось. Вот собранный донат-бар у нас. Это я сверну. На английском языке будут создаваться сцены на английском языке. Новая цель будет на английском языке. Сообщение на Twitch будет на английском языке. Вот, полная английская локализация, так скажем. Вот, здесь нам только остается разместить наши тексты. Вот. Текст вот этот n раз пока не виден, но мы его лучше заполним какой-нибудь цифрой, да, и разместим. Все, здесь полоска тоже заранее сделана, вот такого размера. Можете опять-таки с ней колдовать как хотите. Донат-бар собранный, и мы его подключили, и так как мы его подключили, уже полоска здесь в начале. Вот, начинаем проверять, работает, не работает, закинем donation. Повторить. Суммы не применил. У нас в памяти. Суммы в памяти, жмем. Вот.
Все, работает сразу. Вот 5 сек и работает. 2 клика буквально нужно, чтобы создать свой донат-бар. Это открыть форму, может даже кнопкой на деке, нажать кнопку «Создать Donation Bar» и уже здесь творить, что хотите. Например, хотите закругленный. Если у вас, значит, достаточно инструментов и знаний, можете создать, ну, я вам покажу примеры своих, которые я за полчаса скидал. Здесь жмете фильтр, например, здесь добавляете всеми любимый шейдер-фильтр, жмете, например, скругление. Пишите. Обзор. Тут в поиске жмете рек. И выбираете рек 2, чтобы скругления были красивые. Значит, corner радиус берем и закругляем. Вот видите, вот уже скругление. Хотите острые, будет острые. Хотите полускругленные, будет полускругленные. Идете сюда и смотрите, видите, здесь ровно, здесь скругленное. Все как по классике. Если хотите подложку, как это обычно бывает, да, то вам надо на этой сцене, где движение полоски, задний фон сделать в качестве подложки. Сейчас покажу. Добавляем фоновый цвет, например, серенький какой-нибудь. Ну или давайте вот розовый возьмем. Чё потемнее. Жмем ОК. Прячем его за полоску и сужаем до ширины полоски. Вот, ну приблизительно, чтобы понятно было. И вот у нас уже на сцене. Давайте вот сюда тестовую сцену стрима перетащим. И на нее добавим этот Donut Bar 2. Вот, и вот уже у нас такой вид. То есть мы закидываем, да, и у нас двигается по полоске. Все как классически. Можно делать обводку, тени, все вот это то, что делают на сайтах, все можно делать, но у вас еще появляются всякие возможности накладывать на это эффекты дополнительные, которые можете маскировать вот этот, если умеете, да, как маску использовать и прочие прелести. Значит, можно сделать закругление не на вид донат-бара, а на целый, да. Вот, скопируем фильтры. И у нас уже Donation Bar. Сейчас я включу. Эти фильтры не трогайте. И у нас уже, видите, тут четкое, а здесь скругленное. И у нас уже будет внутри, как градусник заполняться. Например, сюда же можно накинуть фильтр. Тоже шейдер фильтр. Например, волну, да, дать. Волна по-английски ripple. Вот немножко здесь distance поиграемся, да, поменьше. Ну, в целом приблизительно поняли. Вот такая вот кривая полоска. Ну да, она немного у вас пульсирует. Ну, это так, грубый пример. Не грубый, сейчас покажу. Вот. Вот и таким образом можно баловаться всякие. А еще здесь запланировано, сейчас покажу, анимация. Анимация достижения 100%. То есть при каждой анимации, достижении 100% будет проигрываться то, что вы сделали вот в этом экшене. 100% goal animation. Вот. Здесь можно любую сделать, там, появление, исчезание самого донат-бара, например, или появление там этого какой-то анимации. Сейчас вот добавлю, посмотрите. Вот, я добавил видео. И теперь сделаю его сюда на стример-бот, показать и скрыть все. 2 секунды поиграл и скрылся. Сейчас добавим на нашей сцене сцена стрима. Вот, и сейчас у нас здесь сначала показывает, 2 секунды ждет и выключается. Смотрим. Вот видите, достигла, опять исчезла, опять достигла, опять появилась. Вот и так каждый раз. Можно какие-то фейерверки сделать. Ну, в общем, все, как говорится, на вашу фантазию. Любую можно тут цепочку сделать. Можно какую-то активацию фильтра вашей вебки. Например, вебка у вас будет как-нибудь трястись. Или звуковой файл там еще добавить, чтобы проигрывался ура там. Или еще что-то. Вот это все можно изи сделать.
Теперь перейдем непосредственно к тому, что сделал я. Каждый Donation Bar ушел примерно полчаса. Здесь вот у меня сцена, где все собрано. Вот такой заготовил. Это называется у меня стекло. Здесь есть нюанс. Эффект стекла я добился своим шейдером. Тут немножко настроек. Вот специально сделал шейдер под то, чтобы делать предметы стеклянными, делать эффекты линзы и прочее такое. Это будет в моем телеграм-канале. Там же можно найти кучу всяких интересных штук, которые я выкладываю в общий доступ, и себе забрать, пользоваться, да. Есть, например, у меня объединение нескольких видео в одну цветовую гамму. Вот будет пример Donation Bar, покажу. Вот, и вот таким образом, значит, вот я переключу, у меня есть Donation Bar, мне надо на него переключиться. Что я делаю? Запускаю эту настройку сцен и источников. Выбираю мною заранее заготовленный пресет стекло. Жму, видите, покрасилось зелеными, так как он виден на экране, все его элементы. Жму применить. Там у меня уже пресет вот этот текста заготовлен. И теперь будем колдовать с суммами. Вот видите, текст поменялся. Например, сделаем 100. 0. 0. Ой, апгрейд, допустим, сделаем 100. Все, вот убавилось 100, 0. Здесь я еще слэш делал. Сейчас слэш добавим, чтобы было понятнее. 0 слэш 100. Но сколько собрано из скольки. Вот здесь добавим, опять-таки, после собранной суммы, после нужен пробел и слэш. Вот, появился пробел после собранной суммы и слэш. Теперь, естественно, здесь текстовый источник настроен, чтобы увеличиваться в эту сторону, а этот в эту. Если не знаете как, приходите в телегу, спрашивайте. Дальше запускаем управление цифрами и пробуем добавить что-нибудь. Там, добавим, давайте 500. Так как у нас с обнулением. Вот таким образом у нас вот так пробегает. Ну и вот такой Donation Bar на сцене располагается. Значит, еще один вид Donation Bar. Дымок. Вызываю настройки. Немножечко жду. И здесь меняю на дым. Жму сохранить, применить. И вызываю, и начинаем закидывать бабло. Ну, давайте закинем сколько? 3000. Давайте, это у нас больше под классический подходит, поэтому сюда. И здесь нолик. Вот, жмем сохранить. Вот, обновились суммы. Вот, и давайте добавим там, например, 1000. Вот такой дым из горшка появляется. Потом 2000. Вот он еще растет. 3000 из 300 и 100. Можно добавить надписи, да, вот эти все переместить туда. Показываю, как это у меня сделано. Вот это именно Donation Bar. Здесь вот так размещены цифры, они не используются. То есть просто на сцене есть, я их покрасил, сделал вид, какой нужен. Дальше клоном переместил их клоном. Фильтр называется Source Clone. Вот здесь уже я на них наложил фильтр искривления и сюда их разместил, чтобы не дергать с сцены текста. То есть дублировал, да. Они повторяют точно такой же формат, который находится здесь, но еще с небольшими фильтрами. Вот. И дальше на сцене движения полоски. У меня вот такая штука. Это мой дым. Вот. Вот вид донат-бара. У меня здесь добавлено просто видео дыма. Вот я его развернул как мне надо и понимаю, что это у нас. Вот, и она двигается, эта полоска вот так. Дальше я сделал на
донат-баре уже на самом, который я добавляю на сцену, горшочек. Вот он горшочек. Передняя часть, задняя горшочек. Ой. Вот. И в него положил дым. Все, дым начинает движение вот отсюда, заканчивает здесь. Я его сузил, он, по идее, расширенный, подогнал под размеры, чтобы он не вылазил за пределы вот этой, и вот таким образом работает. То есть, поняли, в целом, структурно, это вообще легко. Так, дым уберем. Теперь посмотрим на огонь. Например, у вас вебка вот здесь где-нибудь в уголке, и вам надо, чтобы по ней бежал вместо донат-бара огонь. Потихонечку копился. Вот, идем, естественно, опять на настройки вида. Выбираем огонь. Жмем применить. Включаю огонь и добавляю 500. Вот, и он у нас потихонечку пополз. Добавим 1000. Вот, ну или по краю, да, у вас там огненная какая-то тематика. Давайте до полную наполним. 4000 кинем. Вот таким образом вебка у нас там поверху начинает сильно гореть. Вот эта сумма, точнее процент, сколько собрано. Вот он также ездит на уже конце донат-бара. Сейчас показываю, как сделано. Значит, вот вид донат-бара, естественно, да, он у нас слева направо здесь выезжает. Нюанс в чем? Значит, донат-бар. Вот, вид донат-бара. Здесь я накидал несколько видосов, у меня цельного нету, длинного, чтобы огонь вот так горел. Несколько видосов, сейчас показываю. И применен мой фильтр. То есть вот несколько видосов вот так выглядело. Здесь видно стыки между ними. И мне надо было эти стыки убрать, чтобы гармонично смотрелось. Можно, конечно, и оставить, но мне так захотелось. И буквы, видите, тоже цвет имеют. Я все накидал сюда, на эту сцену, да, вид донат полоски, видите, цифра 183 была в конце. Вот. И она на конце на этом и выехала, да. И вот накидал вот это буквы там и тогда-ся. И все закрасил своим шейдером, который можете в телеге залутать бесплатно. Называется Color 2.1, наверное. Вот, и он красит, видите, все под один цвет, буквы красит в один цвет. Можно там градиент настраивать и прочее. Ну, по настройкам сами установите, побалуйтесь. Очень удобно, если вам надо объединить несколько объектов в одну цветовую гамму. Вот, и тут весь вид. Больше особо ничего не сделано. Дальше на движение полоски добавил, подрезал немного. Вынес его на отдельную сцену. То есть, чтобы подрезать, да, вот вид донат-бара огонь. Сделал отдельную сцену, сюда выложил, подрезал, чтобы было четко снизу. И уже вот эту готовую, вот эту всю на весь экран положил на движение полоски. И она у меня вот теперь вот так вот полоска это выезжает. Вот, естественно, это все можно приукрашать, эффекты добавлять и прочее. По вспыхиванию его добавить, да, там добавление там видео, чтобы проигрывалось, там оно вспыхивает, когда 100% и так далее. Значит, следующий донат-бар, который я вам чисто показать, да. Аквариум. Вот такое у меня там бульканье идет, там шевелятся водоросли, и это все преломляется, как будто мы смотрим через иллюминатор. Иллюминатор же называется. Кстати, прошу заметить, отражается в этой штуке. Вот, прозрачная. Так, теперь разместили где-то на сцене. И давайте его подключим и посмотрим, как работает. Аквариум. Сохранить. Ой, сохранить, перезаписать. Ну ладно, пусть будет перезаписан. Примените, закрыть. Здесь тоже больше подходит как накопительный. Поэтому ставим 0, сохранить. Переоткрыть. Ну и поплыли потихонечку. Сделаем 1000. Вот появилась водичка.
И цифра, видите, цифры отражаются, там рыбки вон плавают. И здесь цифра, это сколько процентов собрано. Нам надо добавить процент, например. Здесь сейчас добавим, чтобы прям норм красиво было. Процент, после пробел и процент. Все, обнулилось. Естественно, такие вещи надо настраивать до того, как вы включили донат-бар на стриме. Ну и давайте добавим там еще 500. Вот 50%, 1500. Там уже вон рыбки, видите, плавают. И давайте, ну, допустим, 2800. Ой, 1300. Вот 93%. И вот таким образом заполняется. Как сделал я этот донат-бар? Идем сюда. Здесь немного замудрено. Здесь сделал сначала воду. Вот, на нее разместил проценты. Применил к этому всему фильтр Swirl, по-моему, или... А, нет, это мой личный фильтр для имитации воды. Вот. И не помню, выкладывал его, нет, но, в общем, если что, глядите в телегу. Сделал обводку, чтобы четче видно было. И сделал наложение, вычитание, да, чтобы дырки были. Вот дальше у меня сцена с аквариумом, это собранная. Дальше на вид донат-бара я положил вот эту воду, которая у меня вот это сделана, вот она. И добавил видео рыбок за нее. Воду прозрачную сделал. И вот у меня рыбки двигаются здесь. Все, собрал вот эту всю сцену. И ее уже двигаю, да, вот эту сцену снизу слева направо двигаю на сцене движения донат-бара. Вот, движение полоски. И вот она таким образом двигается. Здесь уже сделал готовую сцену с аквариумом, чтобы можно было наложить на нее отдельно фильтр, который делает преломление. Вот, и здесь вот он, фильтр. Точнее, видос еще наложил под фильтр, чтобы имитировать вот это растение. Вот, и примерно на каждую у меня ушло, ну, я знаю свое дело, поэтому у меня ушло по полчаса примерно. И у меня есть инструменты заготовленные, чтобы этим делом всем пользоваться. В вашем случае можете как-то, ну, поразбираться, либо сделать сначала простой, потом, естественно, как у всех моих зрителей-стримеров, увлекает все это дело, начинают более разбираться, копаться, делать красиво под свой стрим, под свое оформление, под свою тематику. И главное, ничем не быть скованным. То есть в OBS можно сделать даже псевдо 3D объекты, чему подтверждение есть на моем канале 3D Donut Bar, где брелочек качается. Его, кстати, тоже можно к этой истории подключить и управлять. Что ж, ну вот так получается, вот такие донат-бары. Что думаете по этому поводу? Классно, не классно, понравилось, не понравилось? Пишите обязательно в этом в комментариях, буду ждать, всем отвечаю. Пока не зажрался, надеюсь, я не зажрусь, буду при большом количестве комментариев все равно отвечать и комментировать как-то. Забрать сие произведение можно у меня в телеграм-канале, ссылку я оставлю в описании, перейдете по ней, познакомитесь, и если понравилось это, то заберете. Вот, буду рад всех видеть у себя на стриме, там сидят в основном стримеры, там в телеге у меня сидят в основном стримеры, общаются, пытаются как-то набраться опыта, обменяться опытом, показать свои достижения, результаты и так далее. Вот, если вас такая увлекает тематика, заходите, будем рады общаться, думаю, с ребятами. Вот, будем придумывать какие-то вещи интересные, новые. Вот, ждите видосов новых, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, будем выпускать контент конкретно для стримеров, развлекательный, познавательный.
Вот, ну от вашего количества лайков, естественно, зависит мое усердие и количество видосов, частоту, которую я выпущу. На этом все, ребята, давайте счастливо увидимся где-нибудь. Обнял, счастливо, пока.